Всем привет, друзья! Сегодня речь пойдет у нас с вами, естественно, на парфюмерную тему, как обычно. И вы видите перед собой несколько миниатюр, а также пробник. Это все было куплено мною на оффлайн барахолке, просто на улице, с рук. Забегая вперед, скажем так, все эти ароматы, в основном, большинство из них это ароматы прошлого, ароматы с ретро-вайбом. Один из них, насколько я уже потом поняла, скорее всего, не является оригиналом, но обо всем по порядку. Итак, первый аромат, вернее, два аромата. Ну, в общем, рассказываю. Пробегаю я, как обычно, по барахолке в один из дней. Это было еще, наверное, уже месяц назад. И вижу, что на одном из столиков продается, ну, там обычно продавался Faberlic, Avon, такое вот все. Сетевая парфюмерия. И тут я вижу что-то новенькое в этом месте. Я остановилась, и каково же было мое удивление, я увидела вот эту миниатюру, то, что мне бросилось в глаза. Там была вот эта миниатюра, вот этот пробник, вот эта коробочка, и еще был один аромат, который сейчас у меня на работе, но я сделаю о нем вставочку в это видео. В общем, я обратила внимание, конечно, на эту коробочку черную. Я открыла, там миниатюрка. Сейчас покажу. Но я не могла понять, что это за бренд. Я прочла название. Я поняла, что это «Седьмое чувство», «Семь сенс», что-то вот на эту тему. Но какой это именно бренд, я не поняла. И, в общем, в тот день я ее не купила. Думаю, почитаю, подумаю. Ну, что-то, как я поняла, что-то такое no name. В общем, что-то непонятное. Ладно, думаю, возьму то, что я знаю. Это вот эта миниатюрка Бизанс Роша, которая я, естественно, этот флакончик мне знаком. И Хабанита де Малинар. Это тоже, естественно, аромат, который у всех на слуху. Знаю, что это и от какого бренда. И вот эти два я, в общем, купила и побежала дальше. Я опаздывала на работу, как всегда. И некогда мне было выяснять что-то об этой миниатюре. Ну, а также еще был четвертый аромат, который я тоже не смогла понять, от какого бренда. Там как-то было, наверное, или мелко написано, или вообще не указано на коробочке. И поэтому взяла то, что знала. Конечно, я была очень рада, очень довольна, что я познакомилась с такими ароматами. Тут, конечно, совсем небольшой остаточек на дне, но аромат очень насыщенный. И понятно, что я, когда ее открыла, я почувствовала какой-то ретро-запах. Я такое люблю, обожаю. И чем была очень довольна. Ну и Хабанита Малинар, конечно, тоже примерно я знала, о чем этот аромат. И тоже всегда мечтала с ним познакомиться. В общем, что можно сказать об этих ароматах? Ну, я, конечно, воспользуюсь тут подсказкой фрагрантики. Бизанс Роша сейчас производится в новой версии современной, но, как говорят люди, я тоже один раз его нюхала в распивочной. Ну, там, конечно, что-то интересный аромат, вот тот новый, но он, конечно же, уже не тот, который был. Вот это Бизанс, Византия. Этот аромат, он у нас теплый, пряный, белоцветочный, пудровый. Конечно, в нем ретро-вайб ощущается. Альберто Марильяс и Николас Мамунас, его авторы. Конечно, ретро-вайб есть. Восточные пряные, группа ароматов. Да, тут прям пряности сразу ощущаются. Вы знаете, вот я все-таки сделала вывод, что все равно он для меня из группы ароматов, схожих с Шанель Коко. Вот тот, который с черной этикеточкой, который такой именно пряный аромат. Осенний, пряный, он такой шипровый, по-моему. В общем, как по мне, это вот что-то в ту сторону. Но тот аромат такой более колкий, более мшистый. Вот. Здесь пирамида, тоже тут и альдегиды, и специи. В общем, пирамида огромнейшая. И вы знаете, он очень стойкий. Вот я капельку из этой миниатюры наношу на руку капельку аромата, и я слышу его целый день с утра до вечера. Буквально вот намазом достаточно нанести. Я не знаю, конечно, люди есть, покупают за все деньги мира вот эти старые флаконы. Ну, как старые, в смысле винтажные, да, которые, возможно, хорошо и правильно хранились. Я, конечно, не буду покупать его за большие деньги, но, да, не отказалась бы я от полной такой миниатюры, чтобы
поносить этот аромат, или какой-то отливантик бы, может быть, вот именно вот этой старой версии было бы, конечно, супер такое заиметь и поносить его полноценно. И вот на осень он был бы вообще просто супер. Огромная пирамида, тут и иланг, и тубероза, и корень ириса, и цитрусы, и кардамон, и гвоздика. В базе тут сандал, амбра, ваниль, кедр. В общем, тут и ландыш, и анис. Чего только нет. Ну, как обычно в этих всех старых ароматах. Новая Роша, конечно, новая Бизанс, простите, 2019 года, она, конечно, там не имеет она ретро-вайба, она такая интересная, но ближе к современным, такая какая-то, ну, что-то сладковатое, насколько я помню, но нет в ней этой мшистости, как-то уже вот того, уже настроения в ней нет, и такого специевого настроения, насколько я помню, в ней нет. Да, прекрасный аромат. Конечно, молодежь такое, видимо, носить не будет, скорее всего, но для нас, бабушек-винтажниц, девочек, которым за 40, это просто находка. Рада, что познакомилась с этим ароматом, тем более за смешные деньги, за какие-то там 100 рублей, что-то около того. Даже эти несколько капель для меня это большая находка и сокровище. Итак, следующий аромат, который я тогда купила, это был вот Малинар. Вот так выглядит пробник. Ой, не знаю, какого года это выпуск. Ну, такой флакон изображен, по-моему, это уже не первый флакон. Насколько я помню, самая старая первая Хабанита, там продолговатый вытянутый флакон. Ну, я могу ошибаться, но я поняла так, что вот в этом флаконе квадратном была уже парфюмированная вода, а туалетная была, насколько я понимаю, вот в таком вытянутом прямоугольном флаконе. Вот это именно туалетная вода. Здесь где-то указано. Вот так вот задняя сторона выглядит. Париж Грасс. Да, на самом пробнике. На самом пробнике тут проставлено, что это Eau de Toilette. 2 миллилитра. Кажется, здесь было. В общем, это тоже аромат. Настолько он меня прям зацепил. Я сразу не поняла, что он мне напоминает. Он такой вот дымный какой-то. Да, в первое это дымность, древесность, табачность. Я вот и помню о том, что он пахнет что-то такое, как отдушкой, да, для пачки сигарет, ароматизатор, вернее, для сигарет изначально это был. Вот, если мы окунемся в историю этого аромата, я не буду, конечно, слишком, наверное, в это погружаться, но можете почитать, если хотите. В общем, да, древесность, дымность в первую очередь я ощутила. И вот тоже такой ретро-вайб, и очень так все интересно, богато, необычно. Для современного носа непривычно. Амбровый, ванильный, пудровый, согласно фрагрантике. Я вставлю картинку, какой был флакон туалетной воды раньше. Первые выпуски. Группа ароматов «Восточные». Выпущен в 1921 году. Представляете, как давно это было? Но мне кажется, этот аромат достоин какого-то современного нишевого дома. Я бы не удивилась, если бы такой аромат, но он, наверное, и похож на какие-то ароматы. Потом я поняла уже, что больше всего он похож, ну, конечно же, на Шальмар от Герлен. Больше всего он похож. В нотах тут и малина, и персик. Тут тоже большая, богатая пирамида. Не буду все перечислять, но, как обычно, тут иланг, роза, жасмин. В базе кожа, бензоин, ваниль, амбра, дубовый мох, мускус, кедр. Вот база, как обычно, наиболее интересна, наиболее долго звучит. Вот малину я не чувствую, персик не чувствую. В основном, да, древесность. Может быть, этот пробник уже полежал, поэтому верхние ноты уже, возможно, тут не ощущаются. В общем, по сходству он идет похож на аромат Рожа Дав Дягиль. Нет, какой-то Enslaved, не Дягилев.
Правда, Шалимар тут не упоминается, на что похож этот аромат. Возможно, там, где страничка парфюмерной воды. Тут и на Шанель номер 5 говорится, что он похож, но для меня нет. Вот есть тут Шалимар Eau de Cologne. Eau de Cologne. Ну да, у меня был пробник Шалимар, и где-то еще лежит остаток пробника, вернее, от Левантика Шалимар, парфюмерной воды или туалетной, уже не помню, но именно классического Шалимара. Да, это действительно похоже, но, насколько я помню, Шалимар мне не особо нравился. Ну, какой-то он был для меня тяжеловатый. Там тоже вот эта дымная подгорелая ваниль, деревяшки, осенний аромат. Вроде бы он мне сразу понравился, потом как-то флакон я не приобретала, потому что, ну, как-то вроде было слишком ретро, слишком тяжеловато его носить. Ну, возможно, этот мягче, может быть, этот как-то отличается. Мне кажется, что вот этот мне понравился больше. Хотя Шалимар, как по мне, мог бы его заменить. Они, как по мне, взаимозаменяемы, но все-таки Абониту я бы хотела бы больше иметь, чем Шалимар. Вот. Не на каждый случай, но какой-то он такой медитативный, такой какой-то он осенний. Ну, в общем, все вы понимаете, как пахнут старинные ретро-ароматы. Мне вам рассказывать. В общем, конечно, все это тоже очень я была рада, что мне довелось познакомиться с этим ароматом. Если бы вот не эта барахолка, я бы в жизни с ним не познакомилась, потому что в распивочных его нет, естественно, по причине его несовременности, несвежести, тяжеловесности, сладости. Естественно, там его нет. Да, в нем тоже куча разных специй я чувствую. Ваниль, вот эту подгоревшую, как в Шалимаре. Табачность, сигаретная бумага, в общем, все вот это. Ну вот, в общем, продолжение истории было такое. Потом я начала гуглить, что же это еще за два аромата были там. И вот этот вот, который в коробочке. Снизу тут вот так вот такие надписи. Тут, в принципе, ну да, Made in France. Ну, там, вы знаете, просто у меня не очень хорошее зрение, не стопроцентное уже, поэтому я не смогла разглядеть, что на коробочке даже с передней части выдавлено черным цветом, на черном же цвете выдавлено Соня Рикель бренд. Но я это не разглядела, поэтому я не купила его. Конечно, если бы я это увидела, я бы сразу бы его бы забрала, а так мне пришлось еще день ждать, пойти на следующий день, чтобы его купить. Вот, как только я увидела, что это Соня Рикель, я же запомнила название, что седьмое чувство, Sevens, там, или как по-французски, в общем, Seven Sense. Естественно, я решила, что на следующий день я побегу снова туда, чтобы забрать этот аромат. Тоже он стоил там что-то около 150 или 200 рублей. Вот. А второй флакончик это был Remy Latour Exception, по-моему. Exception, что-то такое. В общем, сделаю вставочку и с ним. Вот, и я увидела, что тоже, да, это снятый аромат Remy Latour, и вот этот Seven Sense тоже снятый аромат. И, естественно, я поняла, что оба их нужно брать, они мне нужны в мою коллекцию миниатюрок. Вот, итак, давайте теперь несколько слов про вот это седьмое чувство от Сони Рикель. Что же у нас здесь? Это аромат шипровый, кожаный. Для меня это то, что я ощущала сразу, как только его понюхала. Вы знаете, когда я еще не знала, что это Соня Рикель, открыла миниатюрку, нюхнула, вдохнула аромат, думаю, нет, ой, это что-то такое вообще, какое-то душное ретро, что носить это я точно не смогу, а если это еще и никакой не бренд, а no name, то думаю, зачем тогда мне он нужен, и вот поэтому в первый раз его оставила. Он выпущен в 1979 году, вот. Сразу по первым ощущениям, как я поймала вайб вот этого Новой Зари, парфюм Тет-а-Тет. У меня есть старая миниатюра этих духов. Вот какой-то такой вайб я поймала и думаю, ну та миниатюра у меня стоит, я, конечно, не ношу, так для коллекции просто храню, потому что, ну, несовременно очень звучит. Тот аромат более зеленый,
И, ну, конечно, то «Новая заря», это Соня Рикель, вроде бы здесь должны быть компоненты более какие-то качественные, более классные, видимо, более дорогие. Ну, наверное, это так, какое-то первое такое мнение, да, что Соня Рикель это Франция, а «Новая заря» все-таки Советский Союз выпускал. Ну вот, поэтому, конечно, носить его я не собиралась, но, вы знаете, я бы поносила, если бы было у меня его больше, поносила бы с удовольствием. Да, аромат шипровый фруктовый заявлен на фрагрантике. Тут тоже, естественно, пирамида не маленькая. Тут в базе и цибетин, и касториум, и дубовый мох, и амбра, и пачули, в общем, и еще несколько нот. И альдегиды тут в верхах, слива, персик, в общем, фрукты и альдегиды. Дальше, как обычно, гвоздика, цветы, иланг прям везде у нас присутствует в этих ароматах во всех. Белый мед еще, что интересно, да. И так он получается какой-то, да, фруктово-цветочно-животный. Вот так бы, судя по пирамиде, вот так. Тут фрукты, цветы, медовость и животность. Ну и древесность, естественно, как всегда, сандал, ветивер, куда без них. Аромат, конечно, так, буду коробочку нюхать. Ну да, в нем альдегиды ощущаются очень, поэтому вот он, наверное, схож с... Вот такой ретро-вайб от него сразу исходит, потому что альдегиды чувствуется. Кожаность чувствуется больше при нанесении на кожу. Она раскрывается чуть позже, поэтому в начале вот действительно вот эти зеленые ноты, цветы и альдегиды в начале. Что-то по типу пятерки, ну, похожие альдегиды, как в пятерке. Ну и сразу, да, дубовый мох тоже сразу чувствуется, что он тут есть. Поэтому тоже прикольный очень аромат для тех, кто любит все вот эти старые ароматы. Прям находка. Тоже очень рада, что с ним познакомилась. Прям такой он. Да, альдегиды немного как будто бы, ну, то ли это животность, вот этот цветин касториум, вот такую немного грязнинку дает. Тут и мускус есть. Что-то такое, вы знаете, и вот чем он похож на тет-а-тет, как будто бы ноты какой-то бани с вениками. Вот нота бани русской. И веников бирюзовых, вот что-то есть такое. Ну и, наверное, вот эта мыльность от альдегидов. Поэтому вот это меня как-то отпугнуло. Потом вот он более красиво, он, да, на коже раскрывается. Из бутылочки так его нюхать. Ну, чувствуется, что аромат того времени, конечно, конечно, друзья. Надо отдать ему должное. Это все, конечно, аромат того времени. Несовременный. Но это все такие мои маленькие сокровища, которые буквально за копейки удается иногда находить. Это, конечно, большая редкость, но видите, как вот у одного продавца вот это все это было, и, видимо, она разгребла свои запасы или своей мамы или бабушки, женщина где-то моего возраста, но, видимо, разгребла чьи-то запасы. То, что стоит пылиться, никому не нужно, решила продать. Вот. Потому что раньше у нее этого всего не наблюдалось в ее продажах. Следующая миниатюра, о которой я хочу рассказать, это вот этот флакончик. Это бренд Remy Latour. Аромат называется Exception. Это очень редкий аромат на просторах Ютуба. Практически нет на него никаких обзоров и отзывов, поэтому трудно было тестировать его в плане того, что особо не с чем сверить свои впечатления, ну а может быть оно и не нужно. Итак, это аромат для женщин, принадлежит группе «Восточные». Выпущен в 1994 году. В нотах, что у нас здесь? Здесь у нас бергамот, мандарин, нероли, апельсин, потом розовый перец, роза, жасмин, имбирь, и база это пачули, ваниль, мира, сандал. Аромат, ну, можно так сказать, розно-пачульный в общем и целом, очень теплый, согревающий.
на мой нос. В сходных ароматах, тут, кстати, даже Пантера Картье указано, правда, один человек за и два против, но, как по мне, он не похож, ну, по крайней мере, вот, да, у меня вот здесь это версия парфюм, и на эту версию, ну, совершенно он не похож, даже отдаленно. Ничего общего я не вижу. Еще кто-то сказал, что на Дечиделла от Нина Ричи похож. Ну, мало тут очень. Тут по одному голосу всего лишь за какие-то сходства. Вот. И на какую-то Боадичею. Empire Boadicea The Victorious. Вот. Еще один голос за, один против. Ну, по отзывам. Тут отзывы людей, которые когда-то им пользовались в 90-х. И им очень нравился. Ой, что тут у нас? У него был другой флакон, люди пишут. Ну это по сравнению с тем, что на фрагрантике. Ну, у меня вот такой вот, мне кажется, возможно, был какой-то похожий, наверное, цвет стекла был, может быть, такой же, но форма другая. Здесь, сколько здесь миллилитров? Здесь 15 миллилитров, друзья, да, и миниатюра была полная. По аромату, как я уже сказала, это роза пачули. Что-то немного, ну, как бы очень отдаленно, да, в этом направлении у нас всем известный портрет леди Фредерика Маля. Ну, да, направление розно-пачульное, одно направление, ну, там, конечно, там аромат более прохладный, здесь более теплый. Видимо, за счет вот этих цветов и древесности. За счет чего? Что тут дает у нас такую теплинку? Нероли, возможно. Также жасмин, имбирь, ваниль, мира, сандал. Наверное, мира и сандал дают такую вот теплоту аромату. Он такой более согревающий по сравнению с тем же портретом леди. Даже не знаю, насколько он ретро. Мне кажется, он не особо такой ретровый. Я вот его носила, как только купила. Прям обмазывалась им. Руки обмазывала. Ну, приятно от себя ощущается. Ничего вообще нет отталкивающего. Мне кажется, он не особо ретровый на мой вкус. Ну, я-то люблю всякие ретро-ароматы, поэтому для меня, может быть, он и не ретро. Ну, всего тут где-то отзывов 5 или 4 даже, но некоторые люди тут, конечно, в полном восторге от него и прям ищут его спустя 20 лет. Вот. Ну, скорее всего, потому что этот аромат напоминает им их юность, поэтому, видимо, ищут. Но аромат приятный. Он действительно женственный, действительно розный. Ну, мне кажется, он похож на многие современные ароматы, в принципе. Поэтому я не могу сказать, что вот он какой-то из тех времен. Вот он более такой ближе к современным. Таких ароматов, мне кажется, подобных и сейчас немало в люксе. Просто сейчас ароматы более сладкие, скорее всего, в моде. Поэтому вот сюда, если добавить больше сладости, какие-нибудь бобы тонко, что-то такое, в общем, да, если бы это было в 2 раза более сладкое, это был бы какой-нибудь Армани Си, возможно. А так это аромат из 90-х, но в нем нет ни альдегидов, ни дубового мха. Хотя это то, что я сказала, это более, наверное, к 80-м относится. Очень, конечно, как я понимаю, редкая такая находка, редкая миниатюра. Почему-то ее кто-то купил и не носил. Все 15 миллилитров были целые, я вот тут немножко сносила. И продолжаю носить, прям приятно им пользоваться. Повторюсь, наверное, уже в который раз, но розно-пачульное направление, теплое, не свербящее, такой мягкий, женственный, не сладкий. Просто вот эта теплинка за счет деревяшек добавляется. Вот, потом следующий аромат, который у нее же, у этой же девушки появился, это вот эта миниатюрка Dolce Vita.
от Dior. Сразу я, конечно, ее купила. Там что-то она, не знаю, 50 рублей или 100 рублей стоила. Уже точно не помню. Ну, копейки какие-то стоило, поэтому я купила и побежала дальше. Некогда было разбираться, что к чему. Потом, конечно, да, я стала уже рассматривать поближе. Уже, да, я вижу, что вот этот воротничок сделан не так, как у оригинальных. Я так думаю, что это, видимо, какая-то копия была. Видимо, копия, может, из какого-то бюджетного набора. Не знаю, ну тоже видно, что флакон старый. Вот этот флакончик маленький. Видно, что он ну, не из новых каких-то, мне кажется, не из новых подделок, но все-таки, да, у меня, наверное, ну, на 80%, на 80%, наверное, я думаю, что это не оригинал. Хотя оригинал я только на картинках видела, поэтому трудно мне сравнить. Сам аромат тоже, вы знаете, он сам аромат приятный внутри, немножко как с подбитыми нотками, возможно. При нанесении на кожу не особо стойкий. Мне кажется, если был оригинал, было бы стойкости побольше. А так не особо он стойкий. Ну, в общем, такое, да, знаете, купила и купила. Для красоты, для коллекции пусть будет. Я не особо расстроилась, даже если это не оригинал. Вот. Ну, аромат, мне кажется, да, наверное, похож, потому что какие-то нотки шампанского, насколько я помню, это аромат с запахом шампанского, что-то в этом роде. Ну и когда-то, вы знаете, когда-то помню, вот когда первые копии появились в 2000-х годах на разлив, вот эти вот ароматы на разлив, там тоже был Dolce Vita. Ну и так чисто по памяти, там как по каким-то отрывкам памяти, мне кажется, что ну, я только по тем копиям могу судить, что такое Dolce Vita. Возможно, этот аромат похож, то, что здесь содержится. Он такой, ну да, какой-то вот такой не тяжелый, жизнерадостный, с нотами шампанского. Вот. Вот такие были покупки миниатюр. Ну, сейчас, ладно, посмотрю, что за пирамида у нас в Дольче Вите. Здесь мне трудно в этой миниатюре что-то вычленить, потому что, повторюсь, аромат не особо стойкий, поэтому и, возможно, несколько побитый временем. Вот. Ну и то, что еще у меня, почему я думаю, что не оригинал, потому что надписи на нем нет, а в интернете я нашла изображение, где все идет, даже на миниатюрах есть надпись Dolce Vita, Кристиан Диор. Здесь тоже фрукты, персик, кардамон, цитрусы, в средних нотах абрикос, корица, цветы, в базе ваниль, сандал, кедр, кокос. В общем, такой фруктово-цветочно-древесный. Ну, повторюсь, мне тут трудно как-то что-то судить. Ну, персик, да, возможно, персик и цветы я здесь ощущаю в этом флакончике. Есть такая вот небольшая сладость, цветочность. Это есть. Возможно, когда-то это, если это копия, то она была, я думаю, что неплохая. Неплохая была копия, но, возможно, она здесь немножко уже плохо сохранилась. Потому что ароматы, которые наносились намазом, как вы знаете, хранятся не очень хорошо. И последний на сегодня аромат — это Cartier Pantera, La Pantera. Это версия парфюм. Тоже в очередной раз вот, был какой-то перерыв, там пару раз ходила я и ничего не находила, ничего не покупала на барахолке, или что я там Avon покупала. Вот, а потом встретился мне вот этот аромат La Pantera парфюм. Ну и тоже, в принципе, ну, он стоил, конечно, уже не копеечно, так как это уже новая версия, новый аромат. Но тоже я, недолго думая, купила, потому что давно хотела познакомиться. И могла заказать пробник, были мысли заказать на Озоне пробник этого аромата. Но потом, как-то почитав отзывы, я прочитала, что были такие отзывы на него, были и не очень позитивные, типа это обычный какой-то аромат, ничего особенного. Ну и я как-то эту мысль отставила и решила этот пробник не заказывать. Ну, а тут пробегаю, смотрю, лежит эта пантера, вот она, протяни руку, и она твоя, как бы за не слишком большую сумму.
Тут 10 миллилитров, ну, немножко тут было, может, пару миллилитров было использовано, где-то 8 миллилитров в остатке. Думаю, ну, как бы, значит, судьба, судьба мне познакомиться с этим ароматом. Ну, и я тоже, естественно, времени на раздумья и сравнивания цены не было. В общем, тоже купила. Думаю, ладно, раз так попалась мне эта пантера. И, кстати, понюхала из крышечки, мне понравилось. Девушка, которая продавала, тоже такая моего возраста где-то, сказала, что он ей не подошел, что она вот, ну, заказывала, это оригинал, все, она его не так давно заказывала, но ей не подошел. Она не подружилась и поэтому продает. В общем, у нее там еще было пару каких-то, еще от Коач у нее был аромат. Ну, Коач как-то такой ближе к масс-маркету, меня не зацепил. Нет у меня в поле зрения этого бренда, поэтому вот. А с Пантерой я прям мечтала познакомиться. Вы знаете, когда я, ну, первый раз понюхала, естественно, там ничего не поняла, когда покупала его, а потом я уже пришла на работу, нанесла его себе на руку, начала что-то, пыталась ощутить ноты. В первую очередь мне бросился аромат османтуса. Вот схожий с тем османтусом, который содержится в аромате, ну, «Хорошая девочка» от Килиана, да, Good Girl Gone Bad. Вот такой вот османтус. Но в «Хорошей девочке» Килиана там с табачностью, здесь табачности такой нет. Здесь у нас, видимо, в обрамлении какой-то сладости, как я понимаю. Cartier La Panthère парфюм для женщин, фруктовый, мшистый, землистый и так далее. Матильда Лорен, автор. Год создания 2020. Ну, вообще сам аромат, да, Пантера, он создан был давно. Там была туалетная, парфюмерная версия, а это уже версия парфюм. Здесь нот немного, здесь всего лишь абрикос, мох, османтус, пачули, гордения, мускус. Вот этот османтус, вот он прям ощущается в самом начале, мне кажется, вот он тут солирует для меня. Вот первое, что ощутила, это османтус. И поэтому сходство с киллиановской девочкой. Ну, потом, конечно, не знаю, я бы тут еще какую-то ваниль бы, наверное, подумала, что ваниль не заявлена, но пачули, да, пачули. Мох, ну, абрикос и османтус — это, по-моему, схожие какие-то ноты. Османтус пахнет абрикосом или персиком. Они друг друга дополняют, скажем так. Гордения, ну, не знаю, гордению тут я не вычленяю. Мускус, ну да, мускус, возможно. В общем, такой османтусово-пачулиевый, скажем так. Ну и мох где-то. Мох придает ему тоже такой вот классическую ноту. Классический аккорд придает ему мох. Поэтому он звучит так вот прохладно. Ну, действительно, сладости здесь, как и в нотах, нет. Вот гордения должна была бы давать, наверное, какую-то, ну, возможно, она и дает сладинку такую цветочную, но по факту аромат прохладный. Османтус тут... Османтус, он вообще так пахнет. Веет холодком. Ну и другие ноты здесь тоже особо сладких. Ну, абрикос, по идее, должен давать сладость. Да, казалось бы, такое двойственное ощущение. Вроде аромат прохладный, такой вот строгий, классический. Но как будто бы и сладость где-то она все равно в глубине есть. Вот все равно, казалось бы, в нотах ее почти нет. И, наверное, в верхах он более прохладный. Потом он разогревается на коже, и все-таки вот есть в нем такое вот, скажем, двусмысленность какая-то. И прохладный, и строгий, и вместе с тем немножко... Ну, мне нравится он тем, что, ну, он, во-первых, не похож на все, что у меня есть. Похожего у меня нет аромата. Ни в пробниках, ни во флаконах. Вот, поэтому этим он мне понравился, что в нем есть вот эта строгость какая-то. Хотя я его вот и летом носила, и под любую одежду ношу, и хочу носить, и под джинсы буду носить. В общем,
не буду никакой дресс-код соблюдать. Но в нем вот есть такое настроение классики. Видимо, потому что все-таки тот аромат был создан раньше, вот первая Пантера. И все-таки я считаю, что он пронес это настроение вот через все версии. Все равно они все похожи, и по отзывам людей они все похожи версии. И вот эта версия парфюм, мне кажется, он не имеет особого раскрытия, вроде бы он не особо меняется. Вроде как более монотонно звучит. Ну, в общем, да, я полюбила этот аромат, носила его несколько раз, учитывая, что много разных пробников и от Левантов. Это подвиг то, что значит аромат классный. Если я его, значит, он мне понравился, если я его несколько раз, несколько дней носила. Ну, на этом у меня все, друзья. Пишите комментарии. Есть ли у вас эти ароматы, знакомы ли вы с ними, как вам вообще вся эта тема покупки ароматов на барахолке, как вы к этому вообще относитесь. Мне это очень интересно. В общем, давайте пообщаемся в комментариях. Все эти покупки мне понравились, я очень ими довольна. И довольна, что с Пантерой наконец познакомилась, вот так вот благодаря случаю просто. Ну, так же, как и со всеми другими этими ароматами, которых бы у меня никогда бы, конечно, не появилось. Вот, если бы не такая вот случайность. Ну и то, что, конечно, я хожу каждые выходные на барахолку, и поэтому стараюсь, чтобы никакие новые парфюмки мимо меня там не проскочили. На этом у меня все, друзья. Всем хорошего дня, хорошего настроения и пока-пока.